Если вы мечтаете вырастить на своем участке редкое растение удивительной красоты, которое будет идеально сочетаться со многими декоративными культурами и эффектно смотреться даже сам по себе, посадите птилотус. Уверена, что большинство садоводов, особенно средней полосы, об этом уникальном растении пока мало что знают. Хотя семена сортового птилотуса сейчас не проблема найти в интернет-магазинах. Все, кто видел яркие соцветия птилотуса, влюбляются в него уже с первого взгляда. Очаровательные пушистые метелки, длина которых зависит от вида и сортовых характеристик, так и хочется потрогать. Не зря птилотус еще называют лисьи хвостики. Птилотус– это небольшой род однолетников или многолетних растений, принадлежащих семейству амарантовые. По внешнему виду он напоминает многим уже известную целозию хаттона или целозию колосовидную. Единственное, что птилотус пока еще менее известен, хотя с каждым годом набирает стремительную популярность. Ведь красота и размеры соцветий его декоративных сортов просто поражают. Кстати, название птилотус произошло от греческого слова «птилон», что означает «перья». Стоит сказать, что эта культура относится к совершенно неприхотливым в уходе и засухоустойчивым. Ведь родина птилотуса– это жаркие районы Австралии. Этот коренной австралиец невероятно стойкий к жаре и засухе, поэтому смело высаживайте его кустики на самые солнечные участки в саду. Ко всему, птилотус– это отличный вариант и для контейнерного выращивания. Его очаровательные пушистые хвостики будут удачно сочетаться с разными цветочными культурами, декоративно-лиственными растениями и злаками. Веточки птилотуса даже добавляют в букеты. Они также пригодны для роскошных зимних композиций из сухоцветов. Срезанные соцветия сохраняют свой первозданный вид долгие недели. Друзья, большая просьба к вам. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением и опытом выращивания этого растения. Я, как всегда, буду благодарна всем вашим советам, лайкам и комментариям. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео. Если вы мечтаете добавить в свою садовую коллекцию настоящую редкую жемчужину, которая привлечет к себе пристальное внимание и восторженные взгляды, приобретите эффектные сорта птилотуса. К таким, например, относятся сорт Валаби, его улучшенная версия Platinum Wallaby и сорт Joey. Последний сейчас находится чуть ли не на самом пике садовой моды. Его роскошные пышные колосовидные соцветия могут быть неоново-розовой или сиреневой окраски. Цветение птилотуса не только эффектное и привлекающее внимание, но и очень долгое. Оно длится с мая и по сентябрь. В начале распуска колосовидные соцветия серебристо-лавандового цвета, а после постепенно набирают более интенсивные ярко-розовые или сиреневые тона. Их размеры в длину достигают 15 и более сантиметров и около 5-7 сантиметров в диаметре. Кстати, на родине этот сорт еще называют мула-мула или малыш-кенгуру. Чтобы увидеть как можно больше крупных эффектных хвостиков, птилотус надо высаживать на самое солнечное место в саду. Учтите, что при посадке кустиков в тенистых местах его побеги начнут удлиняться. Соцветий будет немного, а их размеры и внешний вид, скорее всего, особо не впечатлят. Не лишним также будет внесение удобрений, хотя бы один раз в месяц. Для птилотуса больше подойдут составы с преимущественным содержанием меди и цинка. Стоит также отметить, что кустики птилотуса совершенно не переносят переувлажнения. Это как раз то растение, которое вполне довольствуется осадками, за исключением затяжной аномальной засухи. Что касается грунта, он должен быть рыхлым, дренированным и со слабокислой реакцией. Хотя считается, что некоторые виды птилотуса предпочитают щелочную почву. Высаживайте растения в землю с реакцией около 5,5 pH. При контейнерном выращивании на дно кладите слой дренажа. В почву хорошо добавить чистый речной песок. В зависимости от вида и сорта, кустики могут вырастать в высоту от 30 см и даже более метра. Сорт Joey обычно не превышает 40 см. Его листья достаточно плотные, серебристо-зеленого цвета и эллиптической формы.
Удивительно, но красивые пушистые метелки птилотуса еще и привлекают в сад бабочек и полезных насекомых-опылителей. Это растение просто идеально для малоуходных садов, особенно в жарких регионах. Если на территории средней полосы его выращивают как однолетник, то для регионов с теплым климатом эта культура является многолетней. Кстати, кустики птилотуса можно высадить в вазоны и с похолоданием занести их в теплое помещение. Его пушистые и серебристые хвостики очень красиво смотрятся в сочетании с декоративными травами и яркими цветами. Птилотус легко размножить семенами. Посев на рассаду производят в феврале-марте. Семена птилотуса очень мелкие, поэтому их высевают поверхностно и лишь слегка присыпают речным песком. После их увлажняют из мелкодисперсного пульверизатора и накрывают пленкой или стеклом. Всходы прорастают при температуре около 22-26 градусов. Проклюнувшиеся растения переносят в светлое помещение. Рассаду необходимо периодически проветривать и следить за оптимальной влажностью. Переувлажнение недопустимо. Молодые кустики высаживают в сад только после того, как минует угроза возвратных заморозков. Учтите, что птилотус не выдерживает даже небольшие и кратковременные морозы. Кстати, если вам удастся приобрести и вырастить птилотус, вы сможете собрать свои семена для посева на следующий сезон. Также кустики можно пересадить в контейнеры и занести в прохладное помещение. Зимой полив сводится к минимуму. Просто иногда следите, чтобы грунт полностью и надолго не пересыхал. Птилотус – это пока еще редкое экзотическое растение для многих садов, но с каждым годом оно все больше набирает свою популярность. В европейских садах его часто высаживают в контейнеры вместе с шалфеями, вербеной, петунией, декоративными злаками и травами, а также другими цветочными и декоративно-лиственными культурами. Уход за птилотусом минимальный, зато вид его колосовидных, пушистых соцветий настолько эффектный и оригинальный, что с легкостью преобразит любой цветник. Уверена, это оригинальное и неприхотливое растение заслуживает внимания садоводов и самых видных мест в наших садах. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, и до новых встреч на нашем канале.